Готовлю вкусную домашнюю пиццу с любимой начинкой из колбасы и сыра. Тесто можно замесить руками, можно использовать планетарный миксер, но так как его у меня нет, для замешивания теста использую обычный комбайн. Вместо насадки для теста использую обычный нож для измельчения. В чашу комбайна насыпаю 300 грамм муки, столовую ложку сахара, можно меньше, и около 10 грамм сухих дрожжей. Это около 1 столовой ложки. Всегда читаю на упаковке, сколько дрожжей в этой упаковке. Включаю комбайн и перемешиваю все сухие ингредиенты. Пока комбайн перемешивает муку, сахар и дрожжи, к ним постепенно тоненькой струечкой добавляю 220-230 мл теплого молока. И комбайн это все вместе хорошенько перемешивает. Вместо молока можно использовать теплую воду, но с молоком мне нравится больше. Получается не густое, вязкое тесто. Очень-очень мягкое и липнет к рукам. Накрываю крышкой и даю подняться на столе. Через минут 20-30, у меня через 20, тесто очень хорошо поднялось. Добавляю к нему половину чайной ложки соли и 3 столовые ложки любимого растительного масла без запаха. Закрываю крышку и включаю комбайн. Тесто очень хорошо перемешивается, а затем собирается в комок и начинает бить. Вот тогда я выключаю. Опять накрываю крышкой и даю подойти. А за это время готовлю начинку. Твердый сыр натираю на крупной терке. Колбасу, у меня полукопченая солями, свиная, нарезаю на кусочки размером на 1 укус. Один небольшой соленый или маринованный огурец нарезаю на четверть кольца. И очень мелко нарезаю маленькую луковицу. А вы на канале готовим с вами вместе. Противень всегда застилаю силиконизированной бумагой. А за это время тесто хорошо подошло. Для того, чтобы тесто не липло к рукам, руки смачиваю небольшим количеством растительного масла. Беру масляными руками часть теста из чаши комбайна. Немного разминаю в руках и прямо на пергаменте формирую лепешки для пиццы. Укладываю на противень небольшой кусочек теста круглой формы и начинаю пальцами растягивать прямо на листе, добиваясь нужной толщины. У меня это где-то 2-3 мм. По желанию можно сделать и толще. Это уже кто как любит. А края лепешки оставляю потолще. На лист у меня поместилось 2 лепешки побольше и 2 маленькие. Размер противня у меня 30 на 30. А теперь укладываю начинку. Сначала у меня томатный сок домашний. Вполне можно использовать покупной кетчуп или томатный соус, или развести томатную пасту. Как только нанесла томат на тесто, всю остальную начинку нужно укладывать очень быстро, потому что тесто от томата быстро размокает. Все ингредиенты для начинки должны быть уже заранее порезаны. На томатный сок добавляю совсем чуть-чуть, кое-где соленый или маринованный огурчик и точно так же кое-где порезанный репчатый лук. Они дадут свой приятный небольшой привкус. Затем укладываю колбасу и засыпаю сыром. Сыра мы любим побольше. И отправляю в духовку при температуре 200-210 градусов на 15-20 минут. Пицца при таком выпекании получается нежная и мягкая, а сыр успевает хорошо зажариться. Из всего количества теста у меня получилось 2 таких противня. Всего 4 пиццы побольше и 4 пиццы поменьше. Если хочется получить более зажаренную пиццу, более как бы пропеченную и суховатую, то надо выпекать при температуре 180 градусов минут 30
40. Люблю домашнюю пиццу. На мой вкус она всегда получается вкуснее и, конечно, значительно дешевле. И всегда можно сделать любую начинку. Спасибо за просмотр, спасибо за комментарии, лайки, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием.